Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас ревнует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А вот вы такой любвеобильный живчик. Ох, как у вас такие вот, знаете, сексуальные энергии, ну просто пруд, просто распирают. Другое дело, что у вас сейчас идет острая нехватка, вот именно интима. Вы человек настолько такой страстный, вы хороший любовник, вы вообще такой любвеобильный, да, такое ощущение, что вы могли бы этим заниматься 24/7. Единственное, что, ну, сейчас может быть с этим проблема. Да, некоторые могут заводить себе каких-то временных подружек, да, это могут быть какие-то вот девочки по вызову, грубо говоря. Кто-то там, знаете, вот своя знакомая подружка. Некоторые мужчины, вот я вспомнила так ради хохмы, подписывают таких вот женщин в телефонной книге вот служба спасения, вот 911, да, ты ей звонишь, и она приезжает, тебя спасает. Чтобы не полилось из ушей, так сказать. Вы человек довольно активный, вы не сидите на месте, вы очень любите такой вообще подвижный образ жизни. Вы даже если отдыхаете, то это такой довольно активный отдых, вам постоянно нужно либо же спортом заниматься, либо там что-то по дому делать, в саду ли в огороде, где-то там, ну то есть такой энерджайзер вы. Но в то же время вы человек, знаете, вот вы с одной стороны добряк, с другой стороны вы, ну, имеете такой мужской мощный стержень, характер, что вы отпор дадите. Если на вас кто-то попытается наехать, вы обидчика на место очень легко и быстро поставите. Может проигрываться у некоторых, что вы связаны с каким-то вот с армейским делом, вот сейчас вот с формой, да, вот с армией может это быть связано. То есть вы, возможно, даже сейчас пребываете, ну, в такой вот довольно, ну, непростой ситуации, да, я не хочу углубляться, но здесь много таких вот опасностей сейчас вас могут окружать. Вы человек, вот, который все равно, как бы там ни было, но вы стараетесь жить вот по сердцу, по душе. Вот вы не любите льстить, вы не любите притворяться. Хотя да, вы, если вам надо, вы можете сделать, конечно же, это профессионально. Но если вам для пользы дела приходится где-то там, ну там, соврать слегонца, проманипулировать, да, вот именно для пользы дела, в редких случаях, то вы себя даже как-то некомфортно чувствуете, потому что это не ваше. Вот вы по своей природе, по своему даже воспитанию, вы человек, ну, который ориентирован больше на порядочность, да, на верность. Вы не будете изменять, если у вас есть любимая женщина. Это уже, если, конечно, вы понимаете, что все, отношения разрушены, вас не любят, что уже все идет к концу, да, вот отношения близятся к концу, тогда да, тогда вы можете и налево прыгнуть, тогда, конечно же, вы будете совершенно жить по-другому. Но вот вы так воспитаны, если у вас одна женщина, то одна. Хотя у некоторых из вас может проигрываться, что в вашей жизни была измена, но я вам скажу, особого счастья она вам не принесла. Вот как раз это та ситуация, когда эта измена может быть даже либо по безысходности, ну, поскольку отношения рушились, либо же это измена, ну, от чрезмерного такого вот заглядывания в рюмку чая, так скажем. Может быть, где-то там какая-то тусовка, да, и вот под шофе, так скажем, да, это все произошло. Но на утро, так сказать, вам особой радости не принесло, скорее даже вот какая-то такая брезгливость могла возникнуть, да, что вот так вот случилось. Ну, потому что вы другой, вы по своей природе, вы другой, да, вот вы не гулёна по своей природе. Поэтому вот вынужденная такая измена, это, ну, это даже такой больше болезненный момент для вас, чем какое-то удовольствие. Знаете, вот некоторые говорят, такое ощущение, что на утро, ну, на тебя ведро дерьма вылили, потому что противно, мерзко, когда так вот все получается, когда это без любви, без удовольствия, когда это вообще непонятно что и с кем.
Вы человек, да, вы в своей жизни пережили однозначно расставание, разрыв, развод, пережили боль, причем у вас как-то вот было даже, знаете, такая ситуация, что и женщина, с которой вы разошлись, она тоже в каком-то смысле, она переживала, что так все получилось. Мы не будем сейчас углубляться, кто прав, кто виноват, но здесь вы в какой-то степени пострадали оба. У каждого свои претензии, у каждого своя интерпретация случившегося. Ну, сейчас у нас не об этом расклад. Давайте смотреть дальше. То есть, смотрите, такой женщины, вот, которая бы покорила сердце, сейчас я пока не вижу. Боже, а какой вы ревнивец! Ой, какой ревнивец! Смотрите, вы вообще такой вот по жизни, и снова император, я уже даже не удивляюсь. Вот вы хороший отец, да, вот снова у нас довольно часто в раскладах это выпадает. Вы очень хороший отец, вы до сих пор заботитесь о детях, вы пытаетесь вкладываться, может даже проигрываться, что дети с вами живут. Вы вообще такой мужчина, знаете, вот, который любит, знаете, вот, ну, как сказать, держать под контролем всю ситуацию, да, в доме, по работе, вот как-то вот под своим таким, под прицелом держать, да, вот, потому что, в принципе, это хорошая такая мужская черта, когда мужчина видит, вот здесь возникла проблема, нужно срочно ее решить. В конце концов, мужской мозг даже так обустроен, да, что мужчина, когда видит какую-то проблему, сразу же возникает такая дилемма, как решить, да, мужчина ищет варианты, как решить. Поэтому вы все и держите так под прицелом, потому что нужно срочно действовать, вы человек действия, вы не будете сидеть и лежать на диване, когда там течет кран, когда где-то трубу прорвало, либо же еще что-то, срочно нужно что-то действовать, вы человек действия. Также, смотрите, вы такой вот ревнивец, который, ну, который ради своей женщины готов, если нужно будет, даже кулаки в ход пустить. Но своего вы точно не отдадите. Это касается именно тех ситуаций, вот когда есть любимая женщина. Это сейчас я в общем вот вас описываю, да. Я не могу сказать, что вы сейчас прям убиваетесь без женщины. Нет. Да, такой вот токсикоз у вас есть, да, вот когда хочется, хочу, не могу, когда из ушей все льется, вот эти ваши йогурты все льются из ушей. Извините за такое сравнение, да, ну не могу я без юмора в этом деле. Вот. Но другое дело, я не вижу, чтобы вы страдали. Вот я не вижу абсолютно. Вот если у нас бывают расклады, да, что вот реально видно, что плохо одному, одиночество, нет. Вот единственное, не хватает, да, любимой женщины, не хватает, конечно, вот этих всех постельных моментов, регулярных причем. Это да. Но сказать, что вы убиваетесь, нет. Вы сильный мужчина, император, он ну, априори не может убиваться. Да, бывает грустно, бывает печально, но ничего не поделаешь. Вы живете дальше, вы работаете, вы развиваетесь, и ну, в каком-то смысле, да, вы ждете новую женщину, но опять же, без женщины вы умирать не собираетесь. Итак, давайте смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кто же вас ревнует, да? Давайте разбираться, а вы так прикидывайте. Знаете вы ее или нет? Смотрите. Это женщина, которая... Она вас, в принципе, да, она вас знает, но она находится где-то на расстоянии. Она в своей жизни пережила тоже разрыв, развод. Сейчас она осталась одна. Давайте уточним. Да, у нее есть дети. Она осталась одна с детьми, ну, либо же с одним ребенком. Эта женщина, ну, она такая вот домашняя. Она в чем-то с вами вот даже похожа. Ну, знаете, вот то ли это по характеру она похожа, по темпераменту, может быть, она похожа. Она всегда вот живет тоже как-то по чести, по совести, по справедливости. У нее был мужчина, который, ну, реально разрушил ее жизнь. У нее был довольно тяжелый такой разрыв, вот развод, да, вот дележка, вот она, вот именно она по суду разошлась. Это не просто какие-то там разбежались, как море корабли, нет.
Потому что мужчина, ну, какой-то период довольно так, ну, мучил ее, так скажем, да, вот этими всеми дележками, перипетиями. То есть она такая закаленная в боях дамочка. Такие женщины, они обычно, знаете, настроены на серьезные отношения. Она никогда не будет связываться с мужчиной просто чтобы пороманить, тем более просто чтобы переспать. Вот это абсолютно не про нее. Это такой, знаете, вот идет образ мать семейства. Вот такие женщины, они исключительно настроены на серьезные отношения. Такие женщины, они никогда не будут вешаться на мужчин, тем более бегать за мужчинами, да, там под какими-то предлогами приглашать в гости, ну и тем самым, да, вот как в анекдоте, пригласила за солью, да, и оказался в постели. Нет. Ну, то есть, это такая вот серьезная дама, ну, вот среднего возраста, ну, плюс-минус, да, вот, ну, почему-то мне идет так 35-45, вот такой вот период времени, возраста, вернее. Это женщина, которая, вот знаете, она абсолютно не такая вот зазвездившаяся королева. Вот это абсолютно другой типаж. Эта женщина, она такая будет, ну, попроще. Вот обычно на таких любят жениться, потому что вот как говорят, что жениться нужно на женщине попроще, да? Потому что вот эти все королевы, они же жизни не дадут. Да, с одной стороны, мужчины любят красивых, ухоженных, но понятно, что очень-очень много ресурсов и нервов и всего остального они потребуют. И плюс они не будут такими вот домашними сидеть дома и варить борщи, да, потому что королева, она, ну, она не предназначена сидеть дома там с кастрюлями, с пеленками и все это делать. А это очень такая домашняя женщина, которая, она абсолютно не стыдится никакой работы. Такие женщины, если надо, они будут и в саду, и в огороде работать. Вот, посмотрите, она нацелена абсолютно вот на семью. Она очень одиноко себя чувствует, причем вот эта женщина, если вы с ней будете в отношениях, у нее тоже, кстати, вот у нее был любовный треугольник, она предательство пережила. Вот если вы с ней будете в отношениях, а я думаю, вы будете с ней в отношениях, потому что у нас выпало колесо фортуны, да, это такое вот, ну, судьбоносное такое вот событие, то это, в принципе, знаете, это будет такая ситуация, что, ну, как будто вы вытянули счастливый лотерейный билет. Потому что такие женщины довольно редко встречаются, к сожалению, вот в теперешней жизни. Вот на данный момент она себя очень одиноко чувствует. Вот настолько ей плохо, вот настолько одиноко. Да, у нее есть к вам симпатия. Вот у нее есть симпатия, она вроде бы и на расстоянии, и вроде бы близко. То есть она обитает где-то, ну, в вашем окружении. Это может быть где угодно. Это работа может быть, это может быть соседка, там, я не знаю, продавец в магазине, где угодно, да, вот. То есть она вас видит, да, вот она так тайно вам симпатизирует, так скажем. Я не могу сказать, что она там рвет и мечет от любви, да. Вот она такая вот, ну, скромняшка. Но это как-то даже не очень и звучит, может быть, в наше время, да, почему-то вот у нас мир перевернулся, и вот если женщина скромная, так кажется, что она какая-то ботанка, да, что она какая-то не такая, там, белая ворона, но нет, я вам скажу наоборот. Вот из таких женщин как раз получаются суперхозяйки, супержены, суперматери. Вот вы ей нравитесь, да, но вот она симпатизирует, она ревнует вас. Вот когда она видит даже, что вы с кем-то вот идете, либо же там рассказывают ей о вас, потому что у вас есть общие знакомые. Она, да, она ревнует, но она ничего не может с этим поделать. Это такая, вот знаете, тихая симпатия какая-то, тихая влюбленность. Ну, я даже не знаю, как назвать. Вот вы не представляете, насколько такая вот теплая идет энергетика от расклада. Вот у нее самой сейчас настолько такая вот грусть, печаль, тоска, да? Вот у нее зима в душе и гололед. Ей хочется семью, да, вот она семейно ориентированная, но в то же время она даже как-то вот боится кого-то подпустить в свою душу, в свое сердце, потому что, опять-таки, женщины ведь тоже как мужчины,
Они тоже боятся обжечься, они тоже боятся, что их предадут, обманут, а не дай бог еще там рукоприкладство, да. Вот эти вот все моменты женщины тоже очень сильно опасаются. Поэтому вот она за вами так наблюдает, да, вот она ревнует, она симпатизирует. Ей очень хотелось бы подойти к вам, да, но она этого не сделает, потому что она ну, совершенно другого склада. Вот она даже думает, знаете, вот она даже думает, вот если бы написать, может быть, вам, вот хоть какой-то там, может быть, смайлик, ну хоть что-нибудь, да, но она вот не решается, вот не решается и все. Женщина, которая, знаете, вот она будет вот молча страдать, но она не будет действовать. Вот такого вот она склада, я не знаю, конечно, насколько это правильно, неправильно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Смотрите, вы с этой женщиной как-то пересечетесь, но чуть попозже. Вы вот с ней пересечетесь, причем это будет, ну, какая-то, я не знаю даже вот как описать, какая-то ситуация, то ли это будет, ну, реально вот ваша помощь ей, да, вот как-то так сложатся обстоятельства, что вы то ли ей помогать чем-то будете, да, ну, может быть, все что угодно, может быть, вы увидите ее с тяжелыми сумками, поможете поднести, и тут понесется, да. То есть здесь идет именно какой-то вот ваш посыл, ваш шаг в ее сторону. Это не будет так, что она там вас зацепила, она что-то попросила. Нет, вот будет какая-то ситуация, вы сами вызоветесь ей чем-то помочь. То есть, смотрите, ситуаций может быть очень много. Но опять же, по рыцарю Пентаклей это будет, ну, немножечко позже. Это такая более медленная карта, это не быстрая карта. То есть пройдет какой-то период. У каждого, конечно, это будет свой период. Но вы вызоветесь вот что-то ей помочь, что-то сделать. И что же дальше? А дальше вы почувствуете, вот, что это ваш человек. Вот знаете, она все-таки не зря положила на вас глаз, она не зря вас ревновала. У вас с ней начнется совершенно новый этап в жизни. Вот вы почувствуете, когда вот вы после вот какой-то вот вашей помощи, да, когда, ну возьмем, допустим, сумку вы поможете поднести, да, вот элементарное возьмем. Конечно, как будет у вас проигрываться, это будет по-другому, возможно. Вот именно после этого вы почувствуете, вот знаете, такое будет ощущение, что это ваша родная душа. Вот довольно часто бывает, вот с человеком общаешься, даже первый раз, и ты чувствуешь, как будто ты человека знаешь, ну, всю жизнь, тебе насколько просто, насколько легко, да, с человеком. Ты понимаешь, что она настолько простая, что она не охотница за деньгами. Причем, я вам скажу, вот вы подружитесь с ее детьми, там, либо же с ребенком, если один. Вот у вас как-то оно начнет так, вот эти все пазлы в жизни складываться, вы даже сами этого не ожидаете. Вот вы вплоть до того, что вы будете, вот да, вот ребенок заболеет, вы будете там и помогать, и сидеть с ребенком, вы будете деньги тратить, вы все будете делать ради этой женщины, потому что уж слишком сильно она западет вам в душу. У вас будет такой вот обоюдный, такой вот, знаете, взаимообмен всем, любовью, заботой, нежностью, лаской. Это совершенно будет новый этап в вашей жизни, ваша новая история, о которой вы сейчас даже не подозреваете. И вот опять, как всегда, да, вот как довольно часто у нас выпадает в раскладах, как только у вас начинает налаживаться личная жизнь, как только у вас начинает появляться новая женщина, новые отношения, активизируется ваша бывшая снежная королева. Вот смотрите, очень хорошо эта карта нам показывает, чуть ли не в бинокль, вот да, она следит за вами, она смотрит, как вы, что вы, вот ее настолько будет жаба давить, что у вас появилась новая женщина, и что вы счастливы. Она попытается, может быть, даже какие-то козни строить, да, вот она попытается вот свой нос куда-то всунуть, только чтобы навредить. Поэтому не подпускайте ее на пушечный выстрел вот к вашей новой женщине, чтобы она никакой гадости не говорила, чтобы она ничего не сделала. Вплоть до того, что женщины
могут магические дела, всякие гадости делать. Это и подклады, да, вот делать, и ходить к разным ведьмам, колдуньям, и делать вот эти все отвороты, привороты. То есть, ну, держите ее на пушечный выстрел, не подпускайте, потому что она сама несчастная, она хочет, чтобы и вы были точно так вот несчастны. Это женщина, которая, ну, бывшая ваша, имею в виду, она несет исключительно разрушение. Разрушение вообще всем, кто ее окружает. Поэтому вот она не может угомониться. Особенно это касается тех, кто, ну, не так давно разошелся. У вас однозначно падает семейная карта с этой женщиной, которая вот новая. А бывшая, конечно, вот она останется при своих, вот при грусти, печали и тоске. Да, вот она будет следить за вами какой-то момент. Ее будет жаба давить, она будет беситься, что вот она не может вас развести с новой женщиной. Она будет с ума сходить, что она бессильна, да, вот она не может ничего сделать, чтобы разрушить вот ваше новое семейное счастье. Поэтому будьте бдительны вот именно в этом моменте. Она пусть остается при своих вот бубновых интересах, вот ее будет бесить со страшной силой. Запомните, чем счастливее вы будете становиться, тем больше беситься будет она. Вот ее просто жаба реально давит, вот, ну по-другому я не скажу, уж простите, да. Ну, невозможно сказать по-другому, вот она рвет, ну, будет рвать и метать просто от бессилия, что она не развела вас, что вы счастливы с другой, что ей плохо, а вам хорошо. Поэтому держите ее подальше, как угодно, придумывайте что угодно, но чтобы она не вмешивалась и не создавала вам новых проблем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!